Привет! В случае, если у вас есть вопрос, какие его мысли и чувства, и что он решил относительно вас, смотрите этот расклад. Здесь вы узнаете все ответы. Расклад будет актуален именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть» и загадываете свои временные сроки. А также я хочу напомнить для девочек, моих подписчиков, у кого еще нет отношений, все мои расклады, они исцеляют какие-то раны у вас внутри, раны, мешающие вам, блокирующие новые отношения. Поэтому мои расклады всегда для всех. Это карты феи, карты Ленорман, которые я обожаю, и вы, наверное, уже тоже много раз видели их у меня. Каждая карта активирована энергией феи, то есть земной энергией изнутри. Я хорошенечко еще раз карты перемешиваю, активирую их, потому что они давно были готовы. И мы будем смотреть для вас. Делаю расклад в золотой час, магический час, а это именно тогда, когда высшие силы лучше всего с нами разговаривают. Итак, мы сейчас ищем карту мужчины, и он сразу и вышел, да. Смотрите, он был в первой, и это бывает редко, абсолютно. Так что выйдет ли он на связь, если у вас вопрос, абсолютно выйдет как миленький. И примет ли решение, но ключ и есть решение, а карта-ключ была прямо за ним. Поэтому, безусловно, решение он примет и довольно скоро. В пользу вас, конечно, карта сердца, ключ и сердце, он примет ключевое решение. То есть слово за ним. Вы ему, может, поставили сроки. И даже сказали, что больше ждать вы не намерены, да, если это ваша ситуация. Девочки, возьмите свои вот слова, которые я говорю, да, и вместе складывайте. Общий расклад, он тем и хорош, что вы сделаете сами из моих слов себе вот такие предложения, да. А карта книга говорит, что вы записаны у друг друга в книге жизни. Это хроники записи Акаши. Это ваша судьба. Он судьбоносный мужчина. Расклад очень классный вырисовывается, и карта звезды, конечно, мечта будет исполняться, а он мечтает, безусловно, о вас. Он хочет быть только с вами, мечтает о вас, и вы вся его жизнь, потому что звезды – это вся жизнь, которая у него как на ладони. Итак, по судьбе ли он вам, выходит карта крест. Но дело все в том, что крест – это глубоко родовая карта, особенно когда она соединяется с картой книга. То есть, получается, все предки за вашей спиной говорят, что да, мы поддержим тебя, ангелы-хранители. А у него ангелы-хранители – это его звезды, это его натальная карта, в которой вы были записаны. Даже можете обратиться в натальную карту и посмотреть, там вот как вы по гороскопу ему подходите, где у него Марс, а где Венера, да. Итак, что мы смотрим дальше? Карта змея – это мужская энергетика, это мужская потенция, это его сексуальное влечение к вам. Ну, а луна – это женское обаяние. Смотрите, как интересно, да? Вот как карты гадают у меня, здорово всегда. Змея – это, сами знаете, какой орган, да? А луна – это женская тоже сексуально-половая, ну, понимаете, да, карта. Итак, страсть. К вам очень сильная страсть. Лилия – это страсть. Именно в этой колоде. Если вы знаете, у Ленорман часто лилия белая. А лилия белая – это как Дева Мария. Чистота намерений – это полное понимание. И карта кольцо выходит. Но это без сомнения, что его следующий шаг будет венчание, будет бракосочетание. Это на всю жизнь. Когда надевают кольцо друг другу на руку, это на всю жизнь. То есть у вас, конечно, это судьбоносная встреча, это на всю жизнь. Девочки, если нет такой встречи, вот этот расклад именно он привлекает любимого. Посмотрите на карты, они привлекают любимого. Я каждый раз удивляюсь картам, насколько они глубокие, насколько они передают вот именно чаяние человека. Но это энциклопедия жизни. Понимаете? Посередине у вас две карты, и это мужская и женская энергетика, особенно в отношениях, в любви. Это энергетика близости. Для мужчины вот змея – это вот его мужской потенциал. Ну а луна – это женское обаяние и тоже женский потенциал. Мы забываем, что женщина – это круг, мужчина – это такой пестик, да. Кстати, об этом есть особенно магии Таро. Если вы заметите на карте колесница, там вот где колесничий, да,
У него на колеснице изображение ступки и пестика. Это и есть женское, мужское, инь-янь, только в западном понимании, европейском больше, да. Ну, а у Ленорман это западное европейское понимание ступка и пестик. Ну, действительно, обратите внимание, если я буду делать расклад на картах Таро, вы увидите на колеснице у Райдер-Вейт-Смит на основной классической колоде там ступка и пестик. А это алхимический символ мужского и женского начала, которые, кстати, 50 на 50 равноценные совершенно. Так вот, у Ленорман как раз, потому что это повторение Таро, здесь эти карты, они такие же сильные, как Таро. Такие же, если даже и не больше. Я бы сказала, что в некоторых моментах они сильнее Таро. Здесь ступка и пестик – это Луна, это ступка, а змея – это пестик. Я сейчас только могу себе представить, что мне будут писать в комментариях. Девочки, это все суть эзотерика, это суть иносказательность карт. Не обижайтесь, пожалуйста, не шокируйтесь и не говорите, что я все опошлила. И мне так обидно читать такие комментарии. Я стараюсь вообще для друзей, когда карты читаю, так что есть такая вещь. Вот что вижу, то и говорю. Открылся канал змеи, и когда он с сердцем рядом, это, конечно, мужская потенция, мужское желание. И ключевое мужское желание, ключ, сердце и змея. Ну, а Луна это женское желание. Вы, кстати, тоже желаете его. Не только он вас желает. Посмотрим правде в глаза, и вы его тоже желаете. И это правильно, этого нельзя стесняться, это жизнь сама. В жизни, в мире все желает чего-то. Это вообще Земля, она полна желаниями. Это правильная энергетика Земли, желание. Вот, смотрите, мужчина, примет ли он решение? Вот вопрос был, да, основной вопрос. И мужчина смотрит на ключ. Ключ – это значит подобрать к двери, к замку, подобрать ключик. Не каждый ключик подойдет, только один. Поэтому он примет решение. Он уже настроен очень серьезно. Он примет решение в вашу пользу. Здесь сомнений быть не может. Какое он решение примет? Конечно, сердце, конечно, любовное. А карты внизу объяснят вообще его судьбу, его дорожку, такую жизненную, да. И здесь у нас лилия, страсть к вам, звезды, исполнение мечты и клевер. А это простая, счастливая человеческая жизнь. Называется «Совет да любовь». К этому стремятся все. Анджелина, как ее, Анджелина, whatever, я забыла ее второе, я сейчас не знаю, и Брэд Питт, вот эта пара, знаете. Выскочила, потому что я в потоке карты, но хочу вам сказать, что эти люди, они имеют все, они имеют очень много денег. Одна фотография, сделать ее фотографию, $1 000 000 стоит. Так я о чем? У них нет этого простого счастья. Они как загнанные зверьки. Обратите внимание на их фотки, когда они с детками идут просто покупать ребенку ранец в школу, или новый спортивный костюм, или учебники, тетрадки, карандашики. Они как загнанные зверьки из дома выбегают, и у них такой вид, как у крысок. Крыски так бегут, скорее в эту машинку, и она в темных очках, и они бегом, эти детки у них под мышками. Почему? Потому что эти папарацци, папарацци, они же их гонят, потому что каждый этот журналист, который сфоткает их, он миллионером становится. То есть эти люди несчастные. У них нет простого человеческого счастья. Девочки, не зря я рассказала вам, не зря. Потому что карта звезды вышла. Эти звездные люди, они загнанные зверьки. Вот мы простые, мы думаем, да, что ой, да ну, нам бы их средства, их денежки. Да ничего подобного. Ничего подобного. Ни за какие деньги не купишь простую деревенскую счастливую жизнь. Когда утром петушок поет, это самое сладкое есть, да, и вот в кувшинчике молоко. Я по себе сужу. Девочки, напишите, и для вас тоже. Вот это счастье. Это счастье. И у него вот такое простое человеческое счастье у него в жизни, потому что клевер это оно и есть. А клевер вместе со звездочками, поэтому я вам и рассказала историю Анджелины и Брэда. Да? Вы знаете, о ком я. А у него страсть, а у него, вот это, знаете, у каждого человека своя звезда. Мы думаем звезды, а нетушки. Мы с вами тоже звезды. Каждый человек, каждый простой человек – это звезда. Звезды и клевер. Звезды – это что-то звездное, что-то шикарное, что-то благородное.
А клевер при дорожке растет, простой, но любимый, простой, но сердце греет. Понимаете, о чем я, да, девочки? Вот в чем дело. Соединить бы это, звездность и простоту жизни, а вот у них не выходит, а мы можем. И вы будете так счастливы, и вы будете так с ним счастливы. Я просто вот могла бы сейчас еще час читать вам эти две карты, но загадала экспрессик расклад. У меня экспресс-расклады тоже есть. Есть и большие, есть и маленькие. С вашей стороны прочтем. У вас за спиной развилка. Вы не хотите больше слушать разговоры плохие о нем. Когда его хают, когда говорят, что он вам не пара, может, мамочка подбрасывает. Но от доброты душевной, она же вас любит. Она хочет для вас какого-то идеального принца. Брэда Питта хочет для вас. Ну, понимаете, мне однажды дочь сказала: мама, ты что, хочешь, чтобы я одна была? И вот с тех пор я закрыла свой рот. И это было давно, ей было 20 или сколько. И я сказала: боже мой, какое я имею право? Я же ей судьбу ломаю своими подстелить соломочки. Да, мамочке не нужно такой соломочки стелить. Вот послушайте карту. Вот где видите, там плетки, 11-я карта. Вы ушки-то закрыли и говорите: мама, не лезь. Ну а сестрица тоже может быть рада, если у вас что-то не так с ним пошло. Может быть, вы с ним поссорились, и ваша сестрица рада послушать, потому что она вам завидует. Всегда сестры и братья завидуют. Не нужно перед ними открываться. От них нужно чуть-чуть отдалиться. Даже по астрологии у нас идут сестры и братья, по 3-му дому проходят. А семья своя уже на 4-й дом, а партнер уже на 7-й, уже выше, и еще, и еще, и еще выше. Так что оставьте всю свою семью до него и забудьте о том, что они главные. Он теперь главный. Это как написано в Библии и читается при венчании: да прилепится жена к мужу. Правильно? Да. Меня иногда ругают: вы что, только для семейных? Нет, девочки, для всех. Если у вас треугольник, я вижу, может быть, ссоры были, может, вы ему поставили ультиматум и правильно сделали, потому что нужно принимать решение. Треугольник – это такое состояние немножко неудобное, нужно из него выходить. Конечно, и он выберет вас, потому что ключ и сердце, в этом сомнений быть не может. Он понял, что он вам делает больно, поскольку сзади вас карта ссоры, карта плетки. Но плетки, понимаете, карта тоже, она имеет разное значение. И карта Ленорман ни одна не читается отдельно, никогда. Поэтому смотрите, сердечко, карта 24, карта 7-я змея и плетки 11-я. А, кстати, 11 – это волшебный номер, так что плетки – это не только ссоры. Плетки – это тоже волшебное число. Это волшебная карта сексуальности, особенно когда рядом со змеей. Особенно. Поэтому здесь мужской потенциал, здесь мужское желание, здесь сердечные встречи, здесь свидание, здесь счастье, сердце, змея и плетки. У некоторых девочек, сейчас скажу еще один вариант, а вы, если подходит вам, послушайте. У некоторых девочек есть подозрение в сопернице, потому что змея рядом с плетками. Я вам сразу скажу. Вы закрывайте уши на эти злые разговоры, потому что кто ходил к колдуну, обязательно вам передаст через 3-е лицо, что было колдуна, чтобы вас запугать. Поймите, ни один колдун не сделает никакую порчу, никакой сглаз, никакое проклятие, если он не протянет к вам веревочку. Вы поняли меня? Только тогда. И эта веревочка – земля, слухами полнится, правильно. Эта веревочка не обязательно ваш волос или еще что-то. Самое главное, чтобы вы узнали, и тогда колдун может вами пользоваться. То есть закройте ушки, что какая-то подружка скажет вам: а может, он к колдуну ходил? Закройте, девочки, ушки. Не слушайте, поскольку в этот момент, когда кто-то что-то, 3-е лицо, 10-е лицо, что-то такое скажет, к вам уже веревочка протянулась. А я вам скажу, глядя на этот расклад, никто ни к каким колдунам не ходил. Вас просто пугают, потому что он вас любит. Ключ и сердце. О чем может быть разговор с его стороны? Одни священные золотые карты. Так что бросьте вы подозрения, нет соперницы. Вот и все. Все, что видно по этому раскладу. Вы волнуетесь, Луна. Но соперницы здесь я не вижу. Вы смотрите на карту сад, вы все равно его подозреваете. Сад – это общество. Может быть, вы вышли в общество, может быть, он смотрит какие-то фотки красивых женщин на интернете.
Часто мужчины это делают, потому что это для них эстетика. Это как картины Рубенса или Леонардо да Винчи. Это просто для эстетического блаженства. Мы не знаем, как через их глаза все это. Они, когда смотрят на красивое женское тело, оно их вдохновляет. Это просто для блаженства. Так что здесь я не вижу никакой измены. Закройте ушки, не слушайте врагов ваших, которые вам говорят, что он такой-сякой, перетакой. Это все неправда. Судя по раскладу. Карты вышли, вы сами их видите. Итак, что мы видим у вас в ногах? Карта книга, основная карта. Смотрите, книга – это ваш род, это записи в церковной книге, это записи в книге мэрии, это ваш сертификат, ваш бракосочетательный сертификат. Ну а также самое главное, ведь этот сертификат – это не самое главное. Самое главное, что записи-то есть на небе. Понимаете? Называется это записи Акаши. Вы, наверное, знаете, что ученые уже подошли близко к тому, что смогут слышать голос и Христа, и Будды, и вашей прапрабабушки. Кстати, ваша прапрабабушка не хуже Христа и Будды. Не хуже. Ее ценная жизнь не хуже их. И эти все записи есть в тонком плане Земли. А почему книга вышла? А потому что там записи есть чего? Покажет следующая карта. Очень просто. Ленорман карты читаются как предложение. Итак, книга, есть запись. О чем есть запись? Следующая карта, которая на книге у нас. Книга 26-я карта. Она здесь немножко закрыта, но вы видели, когда я брала, да? О чем есть запись? О вашем бракосочетании, потому что кольцо лежит на чем? На камешке. А камешек – это фундамент, который заложен уже на вас, на ваш счастливый дом. Трифовая масть – масть семейная. Это как жезлы Таро, семейная масть. Заложен фундамент на ваш дом, на вас счастливый дом. Он дал обещание, он взял кольцо и сказал: это на всю жизнь. Возьми мое кольцо. И я уже много раз повторяла песни Соломона. Здесь вот они просто, знаете, они звучат из этих каналов карт. Как в Соломоне написано: положи меня как печать на твое сердце. Put me as a seal on your heart. Я знаю это по-английски. Я даже, кстати, сама одну такую песню сочинила. Да? Я сочиняю музыку на псалмы Соломона, но сочиняла, потому что я 30 лет работала в церкви. Итак, положи меня как печать на твое сердце. Что такое печать? Печать это сказано, сделано, да будет так, аминь, на веки вечные. И вот это означает: положи меня как печать на твое сердце. И когда при венчании обмениваются кольцами, это оно и есть: положи меня как печать на твое сердце. Put me as a seal on your heart. Очень красиво, не могу не сказать, извините. Но здесь я тоже привлекаю любовь к вам, понимаете? Я делаю так, что расклад это сработает для девочек, кто еще не имеет даже партнерства. Это будет счастливое партнерство. Вот, пожалуйста, я магию делаю на картах, вы даже, может быть, и не знаете, но иногда мне пишут: смотрю ваши расклады, с мужем прекрасно стали жить. А потому что магия, девочки, магия любви через карты идет, понимаете? Крест под книгой. А это 36-я карта. А это означает, что по судьбе. Крест – это вот ваш жизненный крест, что мы несем на плечах, на плечиках своих мы несем свой крест. То есть крест как опыт земной, да? Поэтому Христос когда-то сказал: возьми мой крест легкий. Почему? Потому что у Христа опыт земной был легкий. Он же там не любил, не женился, не разводился, не ругался ни с кем. То есть его жизненный путь легкий. И поэтому он говорил: положи мой крест легкий на плечи. Другими словами, Христос хотел нам сказать: не ссорься ни с кем, не переживай, не волнуйся. У тебя все будет хорошо, ты будешь счастлива. Понимаете? Вот эти все слова Христа о том, что легкое сердце, легкий крест, они очень правдивые, они, как бы сказать, каждое слово – это энциклопедия, другими словами, понимаете? Так что здесь вот так. Нужно взять легкий крест, то есть взять легкую земную жизнь, а это значит счастливую земную жизнь, потому что клевер – это легкая, счастливая земная жизнь, как звездная. Легкие звезды, как пыль звездная, она счастливая. Когда мы видим пыль звездную, это к счастью. Вот такая вещь. Здесь у вас он по судьбе крест и книга. По судьбе что? С ним быть вместе, кольцо.
и быть счастливой, просто иметь счастливую женскую судьбу. Вот уже не раз выходит, что у вас за вами карта какая-то такая, знаете, спорная. Бывает, развилка выходит за вами, вы ему не доверяете, вы в нем сомневаетесь. И этот расклад ставит все точки над «и». Он проясняет ситуацию, здесь не о чем волноваться, не о чем переживать, потому что между вами будет гармония. Ведь карта 20 – это карта гармонии, а там пиковая масть. Вы и он, вы прошли много испытаний. Любовь вам не далась так просто, неспроста. Во-первых, неспроста вы встретились. И он, и вы встретили друг друга в сложный жизненный период, когда вы нуждались в друг друге, когда вы нуждались в защите, когда вы нуждались в любящем сердце. И Вселенная, Творец всегда нам посылает утешение в других людях. Вот вам и послала Вселенная его как утешение. Понимаете? Поэтому здесь на карте сад масть пик. Слухами земля полнится. Может быть, ходят всякие слухи. Сзади вас карта плетки. А вы не слушайте эти слухи. Вы не слушаете, потому что это может ранить сердце, и это все не нужно, что у него там было в прошлом до вас. Это было в прошлом, там это нужно и оставить. А впереди только счастье, ключ и сердце. Впереди только любовь, книга и кольцо. Так что здесь вот так, девочки. Не смотрим назад, не смотрим в прошлое, смотрим только вперед. Молодые люди все смотрят только вперед. Люди возрастные любят смотреть назад, и это неправильно, потому что это делает нас старше. А когда мы смотрим вперед и видим, что там будет радость и счастье, так у нас это и случается. Ну вот, пожалуйста, для вас коротенький экспресс-раскладик, девочки. Пишите мне в комментариях, пожалуйста. Кстати, мальчики тоже. Мои любимые девочки и многоуважаемые ваши мальчики. Многоуважаемые девочки, конечно, тоже. Не пишите, мальчики, что «а когда будет для меня?». Смотрите мои расклады, станете любить и понимать женщину по-настоящему. Поймете, чего женщине нужно, и вы найдете себе любовь. Мальчики не находят себе любовь, потому что женщину не понимают. Не понимают и преследуют свои только интересы. А мои расклады учат мальчиков быть добрее. И таким образом они находят сейчас и свое счастье после моих раскладов. Вот так, да. Девочки, кто знает, кто хочет, у меня много курсов на Ленорман, обращайтесь, пожалуйста. Мой сайт можно найти у меня в описании видео и на моем сайте, на моем канале, так что это я в двух словах, кому нужно. А вообще буду вас видеть на следующем раскладе, где мы побеседуем на ваши темы, чтобы ваше сердечко успокоить и приблизить к вам счастье. Это показывают карты. Всех вас обожаю, люблю, от сердца желаю вам любви и увижусь с вами на моих предыдущих и будущих видео. Пока-пока!